Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, да? С разной палитрой этих ниточек работали. И, естественно, с новым узорчиком сразу акцентирую ваше внимание, что вы берете любую пряжу. Узорчики универсальные, пробуйте взять из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я, но я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми сегодня работаю. Итак, смотрите, особенно новички, кто еще не вязал из данных ниточек, называются они Alize, Angora Gold, Simli. Идем дальше. В 100 граммах находится 500 метров, это 75% акрил, 20% смотрите шерсть и 5% металлик. Видите, как ниточка переливается, да? Это металлическая ниточка. Нам советует производитель: берите крючок от 2 вот, до 4. И цвет, сразу же, пока не забыла, номер 21. То есть обычный серый интересный металлический цвет. Смотрите, я беру крючок под свою плотность вязания. И я данную пряжу уже вязала крючком номер 3. Так, сфокусируйся. И поэтому я сегодня беру крючок номер 3, вяжу им. Вы точно так же читайте аннотацию, инструкцию к своей пряже. Подбирайте крючок, который вам советуют под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 7 петелек. Давайте, например, я наберу 4 раппорта, это получается 28 воздушных петелек. И по бокам, с одной и с другой стороны, по одной петельке возьму. Получается 28 плюс 2, 30 петелек набираю я, ну а вы набираете сколько вам удобно, да? Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. А теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот, мой будущий образец. Далее смотрите. Как во многих узорчиках, я сделаю вспомогательный ряд. Особенно советую сделать его новичкам. Будет он состоять из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку мы ныряем и провязываем столбик с накидом. 2 петельки. 2 петельки. Вот столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же ныряем, провязываем столбик с накидом. Накид. И в следующую, и во все последующие петельки нашей цепочки вот так вот мы идем, шагаем и провязываем каждую петельку столбиком с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько у вас количество петелек в цепочке. Поняли, да? То есть, если я набрала цепочку из 30 воздушных петелек, значит, у меня должно получиться 30 столбиков с накидом. Вот. Смотрите, первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это тоже имитация столбика, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте вот так вот до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Несложно? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики, наш вспомогательный ряд готов. Все ровненько, аккуратненько приступаем к узорчику. Для начала делаем 5 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Теперь смотрите внимательно. Делаем 3 накида. 1, 2, 3. В столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4-й столбик, вот в 4-й столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем все наши накиды. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас получился вот такой вот высокий столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Еще раз сюда же также ныряем в этот же столбик и провязываем еще один столбик с 3 накидами по 2 петельки. Есть. 1, 2, 3. Опять 3 накида и опять сюда же нырнули и провязываем еще один столбик с 3 накидами. 2, 2, 2, 2 петельки. Угу. Далее, смотрите, делаем одну воздушную петельку, опять делаем 3 накида
И возвращаемся сюда же и будем провязывать точно так же еще 3 столбика с 3 накидами. Раз, столбик с 3 накидами. Раз, два, три. Сюда же нырнули, вытянули ниточку. 2, столбик с 3 накидами. Раз, два, три. И последний, третий столбик с 3 накидами. Раз, 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 раз. Вот, смотрите, вот такая картина получается. Вот такой высокий, большой веерочек. Далее сразу же делаем 3 накида. Раз, два, три. В столбиках пропускаем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. В 7 нырнули. И провязываем точно такой же веерочек, состоящий из 3 столбиков с 3 накидами, воздушной петельки и еще 3 столбика с 3 накидами. И у нас будут получаться вот такие вот веерочки на протяжении всего нашего ряда. Большие и высокие. Раз, два, три. И опять сюда же столбик с 3 накидами. Угу. Воздушная петелька. Раз, два, три. Опять возвращаемся сюда же. И провязываем еще также 3 столбика с 3 накидами. То есть ничего сложного, самое главное не забыть про накиды, да? Вот. И вот так вот провязываете веерочки. Они будут очень-очень высокие, но очень красивые. Так. И последний столбик с 3 накидами. Смотрите. Вот такие вот, смотрите, высокие веерочки у нас получаются. Все. И опять пропускаете 6 столбиков и в 7 провязываете веерочек. И вот так вот шагаете до конца ряда, до конца вашего образца. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали нашу красоту практически до конца. Как мы заканчиваем наш ряд? После последнего веерочка. Точно так же, как и в начале ряда, пропускаем 3 столбика. И вот у меня 3 петельки подъема. В третью петельку подъема я буду провязывать столбик с 3 накидами. Раз, два, три. В третью петельку подъема нырнула, вытянула ниточку и провязываю просто один столбик с 3 накидами, ничего сложного. Все, вот ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, будем работать с арочками от наших веерочков. Накид. Ныряем вот в эту арочку и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же, 3. Потом воздушная петелька. И опять возвращаемся в эту же арочку и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. То есть у нас получается над таким высоким, большим, видите, веерочком стоит маленький такой веерочек. Угу. Идем дальше. Как только провязали последний столбик, делаем накид, перепрыгиваем в следующую арочку вот нашего веерочка. И точно так же провязываем веерочек, состоящий из 3 столбиков с накидом. Раз, тут у нас один накид. Поняли, да? 2, 3, воздушная петелька. И опять сюда же. Раз, два, три. Все. И вот так вот шагаете по арочкам и провязываете маленькие вот такие вот невысокие веерочки. Не сложно? Я думаю, не сложно. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. Я в конце ряда вас встречаю. Так, смотрите, вот наши маленькие веерочки практически готовы. Как мы заканчиваем ряд? После последнего нашего столбика в веерочке делаем накид. Вот у нас, помните, были петельки подъема. Так вот, мы в последнюю, в 5-ю петельку подъема нырнули и провязали последний столбик с одним накидом. Все, ряд наш закончен. А далее мы будем повторять самый первый ряд. Ничего сложного. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. Опять делаем 3 накида. Помните, да? Раз, два, три. И ныряем теперь вот в эту арочку от маленького нашего, получается, веерочка. И провязываем большой веерочек, высокий вернее, да? Провязываем веерочек столбиками с 3 накидами. 3 накида, опять в арочку ныряем. И провязываем вначале 3 столбика
Раз, два, три. Накида, нырнули, вытянули ниточку. Далее воздушная петелька. И опять раз, два, три. И точно так же в этот же, получается, веерочек, в эту же арочку возвращаемся и провязываем наши столбики. Раз, два, три. Сюда же. Все, тут единственное, что просто будете точно так же по арочкам ходить. И раз, два, три. Последний столбик. Все, и опять делаете целый ряд вот таких вот высоких веерочков. Понятно? Вот такая картина. То есть опять в арочку, в арочку, в арочку. Давайте самостоятельно до конца ряда, потому что совсем не сложно. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот еще один ряд готов высоких наших веерочков. И я закончила точно так же, как и в первом ряду. Я сделала столбик с 3 накидами. Ничего сложного. А далее опять буду повторять второй ряд. 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И там, где у нас арочка нашего большого высокого веерочка, я буду провязывать маленький веерочек. Раз столбик с 1 накидом. Сюда же. 2 столбик с 1 накидом. 3 столбик с 1 накидом. Воздушная петелька. И опять возвращаюсь сюда же и провязываю 3 столбика с 1 накидом. Раз. 2 и 3. Поняли, да? Все. И дальше опять перепрыгиваю в следующую арочку следующего высокого такого веерочка и провязываю маленький веерочек. То есть сам по себе узорчик, смотрите, 2 ряда. Высокий веерочек, маленький, высокий, маленький, высокий, маленький. И ничего сложного. Я почему-то думала, что здесь какая-то будет интересная загвоздка такая, да? Оказывается, все очень даже просто. Схемку не предлагаю, схемка очень плохого качества. Даже не могу никакую альтернативу предложить. Но думаю, в принципе, вам все понятно, да? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, уже видно, что здорово, классно, интересно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у меня нынче блестящая красота получилась. Красота у нас, помимо того, что двусторонняя, да, вы можете любую сторону брать. Она у вас будет лицевая, какая вам больше понравится. Красота может еще быть вот такая вот, перевернутая. Смотрите, да? Маечки ли, топики ли, да, представляете? Юбочки. Почему бы нет? Кардиганы летние в пол. Шикарно. Удлиняют силуэт, да? Опять же, не забывайте про демисезонную пряжу, про зимнюю пряжу. Точно так же могут быть красивые шарфики, могут быть интересные снудики. Если это может быть секционная пряжа, да, вот так вот сложите, будет красивый переход цвета, такой нежный и ажурный будет. Опять же, зимняя пряжа. Тоже пробуйте, обязательно пробуйте из любой пряжи, потому что один и тот же узорчик может разной пряжи выглядеть по-разному. Вот так вот в моем случае из моей пряжи узорчик практически не тянется. Из вашей пряжи тоже смотрите, пробуйте, как будет тянуться. Давайте замерим. Итак, я, получается, набирала 30 воздушных петелек. Если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, то у меня получается, 12,5 сантиметров. Так? А тут получается 2 ряда, это 1 вертикальный раппорт. 2, 4, 6, да, половинка раппорта, это получается 7, и первый наборный ряд это 8. Так, сколько это у нас в сантиметрах? Гляньте, 13 аж с хвостиком, то есть 8 рядочков и 13 сантиметров. Шикарно, как вам? Вяжется, конечно, очень быстро, за счет вот этих вот столбиков с 3 накидами, очень быстро вяжется, то есть, если что-то интересное задумаетесь, вяжете быстро. Угу. Ну, естественно, в моем случае я все ищу узорчик интересный для палантина. Ищу. Узорчик этот не новый. Вы его наверняка уже видели миллион раз. Я его видела миллион раз. Единственное, что что-то как-то не решалось связать. И оказывается, все очень легко и просто. И понятно, и доступно. Вот. Поэтому, возможно, вы что-то уже вязали данным узорчиком. Рассказывайте. Нам будет интересно, что вязали, какой пряжей. Если не вязали, подбрасывайте идейки. Нам тоже будет интересно, что такого можно интересненького связать, что, возможно, мы пропустили. Вот такая красота. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, а также сохраняйте себе в свои плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.